Всем привет, садоводы и огородники. Как видите, я делаю здесь свои грядки. Здесь у меня была одна двухметровая грядка, я имею в виду в ширину. В длину она 5 метров. Но дело не в этом. Делаю я грядки сейчас 1,21 м, потом дорожку 50 сантиметров. И от забора у меня будет грядка 1 метр. И у многих возникает вопрос, как правильно расположить свои грядки по сторонам света. То есть запад-восток или север-юг. Как же правильно именно по сторонам света расположить свои грядки? Во-первых, вам надо определиться точно, где у вас восток, где у вас запад, и где у вас север, и где у вас юг. Если вы определились, то вам необходимо определиться с тем, какие культуры именно здесь вы будете выращивать в дальнейшем. Я буду здесь выращивать абсолютно все культуры, меняя их из года в год. Поэтому я буду делать грядки только север-юг, потому что для томатов это самый выигрышный вариант. Давайте я вам это все объясню на примере. Вот обратите внимание, у меня растут томаты, но расположение их север-юг. Если вы посадите свои томаты запад-восток, и при этом грядки будут располагаться друг за другом, то им не будет хватать освещения, потому что они будут друг друга притенять. Это касается как раз-таки среднерослых и высокорослых томатов. Представьте себе, вот стоит стена томатов, и следующие томаты начинают друг друга затенять. Естественно, те томаты начнут отставать в росте и слабо плодоносить. Вот давайте я вам прям наглядно сейчас покажу, как будет идти солнце у нас по своей оси, и при этом посадка у нас будет располагаться запад-восток. Вот у меня здесь солнце зашло, к примеру, и идет по своей оси и освещает наши томаты. Естественно, у меня уже некоторых томатов нет, уже осень, а если бы это был август, тут бы была бы пышная зеленая масса. И, естественно, те томаты, которые у нас расположены сзади, они недополучали бы солнечного света. Еще вспомните такой термин в садоводстве. Если мы сажаем томаты, которые у нас переросшие, мы их сажаем лежа, корнями мы направляем на юг, а само растение располагаем на север. И когда у нас солнце стоит в зените, растение к нему тянется и, естественно, выпрямляется. А если бы у нас располагались помидоры с востока на запад, то результат бы был бы совсем другой, и томаты тянулись бы на бок. Обратили внимание, как у меня сейчас расположена тень? Сейчас у меня 2 часа дня. Грядки расположены с севера на юг. И вот обратите внимание, солнце идет с востока на запад, и у меня помидоры освещаются и с правой стороны, и спереди, и с левой стороны. То есть помидоры, посаженные с севера на юг, получают полностью освещение от А до Я. Как же быть, если вам не позволяет ваш участок делать грядки с севера на юг, а только с запада на восток? Но в этом случае тогда можете воспользоваться такой рекомендацией. Вначале высаживать низкорослые, то есть перец, допустим, болгарский, или свеклу, или морковь, а там в конце уже этих грядок располагать томаты. И сажать томаты не вдоль грядки, а поперек. Если вы все-таки делаете грядки с запада на восток, то делайте эти грядки немножко шире обычного. То есть, если, допустим, обычно сажается перец в 2 ряда на грядке 80 сантиметров, то когда вы делаете грядки с запада на восток, сделайте их пошире, и тогда будет хватать перцам солнечного света. Вот у меня посажена морковь на грядке, которая расположена с запада на восток. Как видите, она себя прекрасно чувствует. Какие культуры сажать на грядках с запада на восток? Морковь, свеклу, репу, редьку. Также можно посадить лук, любую зелень, укроп, кинзу, петрушку. Все эти культуры будут себя чувствовать на таких грядках очень хорошо. И даже капусту можно расположить на грядках, расположенных с запада на восток. В тех местах, где мало влаги, картофель, расположенный с запада на восток, дольше сохраняет на своих грядках влагу. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Всем пока-пока.